Сообщаю вам такую новость, что Козиха все. Мои родители тоже сдались. Очень мне тяжело об этом говорить, но это правда. Здравствуйте, друзья! Специальная ветеринарная операция успешно совершена против своего народа. СВОшник, который вернулся в отпуск, высказался, ничем не помогло. Пришел один еще в деревню на защиту, требовал документов, ничего не помогло. Он повели показывать документы. Миллионеры, однодневки также выразились с фронта. Честным, тяжелым трудом. А вы вот так вот все у них забираете. Я обращаюсь ко всем силовикам страны. Обратились ко всем силовикам страны, но тоже не помогло. Даже пошла в ход тяжелейшая артиллерия, путинские бабушки. И те... Мы подали заявление на Травникова, губернатора нашей области, чтобы разобраться в его противоправных действиях. И то не помогло. Знаете почему? Потому что вот сейчас певец ртом, шаман, это который лизал там Байкал. Сейчас он скажет, что ему помогает. А у этих всех предыдущих этого не было. В райдере первым пунктом стоит в гримерке портрет нашего президента Владимира Владимировича Путина. Вот это вот в каждой гримерке. В каждой гримерке. А если бы стоял в каждом сарае, то они бы не посмели. А так, не было Владимира Владимировича портрета. Он в следующем ролике тоже нету, не знает этого секрета. Домоюсь раз в месяц. Звучит странно, правда? Но это наша реальность. Мне 41 год, у меня 4 детей. Мы живем в маленьком поселке, в старом доме с печью, которая может погаснуть в любой момент. Душа у нас нет, стиральной машины тоже. Обычно мы моемся дома в тазах. Греем воду, носим, остужаем, снова греем. А раз в месяц для нас праздник. Мы идем в общественную баню. Для кого-то это обычный день, а для нас настоящий ритуал. Пар, горячая вода. Мне кажется, в Европе все обзавидуются. Там замерзли уже все. А вон, смотрите. И плевать на обстановку, которую вы сейчас видите. И на несколько часов кажется, что жизнь чуть легче. Абсолютно верно. Как говорил Володин, у нас все стабильно. Все, ребят, теперь больше аппараты не работают нигде. Вы просили СССР, а вас вернули без интернета теперь в СССР. Желания сбываются. Теперь только через кассы вы можете пополнять троечки и так далее. Так что удачи. Ждем 37-х. Ну, в принципе, они уже наступают. Следующий этап. Сигареты поштучно. Бабушки семечки продают. Друзья, это общественный туалет на Тверской. В связи с ограничениями и отсутствием интернета оплата невозможна, поэтому пописать это тоже задача под звездочкой. Ну, только наличные спасают. Переходим на наличку. Если что, можно и подтереться. В принципе, такой же выход неплохой. Но где-то мне помнится, что там рассказывали о супернациональной разработке, аналогов нет, Макс, который работает без интернета. Разве он не помогает? Наличные. Одно из главных преимуществ приложения Max – это возможность работы без интернета. Зачем нам Max, если установили канал ракетной опасности, звука нет? Действительно. В туалет не сходить, билет не купить, а ракетной опасности не сообщает. Зачем нам Макс? Невозможно установить, или мы должны сидеть, смотреть на значок. Уважаемая Любовь, действительно проблема в том, что push-уведомления через Max невозможно обеспечить, потому что там программное обеспечение выходит на иностранных производителей. И поэтому это противоречит всему подходу. Национальный, аналогов нетный. Приложение, которое работает без интернета, оказывается, сделали иностранцы. Это все под руководством, как говорил глава ФСБ Бортников, киевских и британских властей.
Вот они, куда добрались. Это тот заменитель Telegram, убийца Телеграма. А вон дальше, смотрите. В общем, вот то место полностью все захоронено. Все, хоронить там уже некуда. Не так давно сделали место для захоронения уже вот на этой местности. Но, к сожалению, вот как видите, всю эту территорию почти тоже уже заняли. Осталось вот здесь у нас немножечко места. Так, ребят, вы там поторопитесь, тут еще место осталось. Вот на этом кладбище. Вот, а дальше не знаю, как, куда. Но надеемся. Ну как куда? Там половина осталась, вернее не так. Наверное, 90% осталось. Здесь лежат только счастливчики. Все остальные остались в направлении Волчанск, Покровск, Бахмут, Авдеевка. Ну и все посадки. Будет меньше у нас потерь наших ребят. Абсолютно. Сейчас на Макс перейдут, вообще потерь не будет. Он же работает без интернета, уже увидели все. Как-то так. Как-то так. Спасибо большое, что смотрели. Что думаете? Напишите свой комментарий, подпишитесь. Хорошего времени суток.